Всем привет, меня зовут Наташа, и вы на моем швейном канале. Спасибо, что заглянули ко мне. В этом видео предлагаю сшить вот такую вот удобную подушку для беременных. Она подойдет как для беременных, так и для дальнейшего использования в качестве кормления малыша. Посмотрите, здесь идет удобная ластовица, и в этом месте подушка никогда не порвется. Шить буду из хлопка 100% Ранфорс. Ткань предоставил магазин Family Cotton. Заходите к ним на страничку и выбирайте ткани. На первый заказ Family Cotton предоставляет скидку 5%. Просто скажите, что пришли от меня, от Николаевой Натальи. Итак, начнем. Ткань я сложила в четверо. Посмотрите, здесь идет сгиб поближе ко мне. И теперь отмечаем от сгиба вверх 45 сантиметров. Это будет ширина нашей подушки. В итоге она будет 90 сантиметров. Подушка у меня будет одного цвета, и поэтому я сразу сложила в четверо. Затем от левого края в сторону я отмеряю 35 сантиметров и провожу прямую линию. На только что проложенной линии вверх я отмеряю 10 сантиметров и ставлю на отсечку. Вот так у меня получается. Посмотрите, здесь идет сгиб. Ткань сложена в четверо. С левой стороны в правую я отложила 35 сантиметров, затем 10 сантиметров поставила на отсечку, и вверх остается 35 сантиметров. И снизу получается 2 сантиметра вверх от сгиба, ставлю отметку, затем вверх еще 35 сантиметров и ставлю отметку. И уже соединяю. По верху отметка 35 сантиметров, которая была, и снизу. С нижней стороны, где сгиб 2 сантиметра, и соединяю с точкой 10 сантиметров. Края я скругляю, делаю более мягкие их и выкраиваю по этим линиям. Схему я прикреплю, не волнуйтесь, все у вас получится. Самое главное сделать выкройку, а шьется подушка такая легко и быстро. На скруглениях я поставила на отсечки, сюда поставлю ластовицу. Сейчас я измеряю расстояние, сколько у меня получается на скруглении. 16 сантиметров с одной стороны и общая длина 32 сантиметра. Я возьму немного подлиннее с запасом, выкрою 36 сантиметров, и ширина ластовицы будет 10 сантиметров. Выкраиваю этот прямоугольник. Затем отмеряю серединку 5 сантиметров и провожу прямую линию. И произвольно скругляю уголки, выкраиваю ластовицу. И вот такая вот она получается. Все аккуратно ее сделала. Она готова. Сверху на подушке я буду вшивать молнию. Вы можете вшить потайную молнию, либо как у меня. Здесь у меня молния тоненькая, 50 сантиметров, неразъемная. Я поставила себе отметки с одной и со второй стороны. Но перед тем, как вшивать молнию, я подскалю полностью всю подушку, чтобы она у меня никуда не разъехалась, и можно было далее сразу ее прошивать. Прикладываю молнию и вшиваю с помощью специальной лапки для потайной молнии. Вот так у меня получается. Молнию я вшила. Ее застегнула. Теперь нужно собрать ластовицу. От отметки до отметки совмещаем иголочками и прокладываем строчку на машинке.
С одной стороны я вшила ластовицу, это вот так выглядит, оставила небольшой хвостик на припуск. И теперь с другой стороны я совмещаю уже 2 слоя ткани и немножечко сверху как бы захожу на эту ластовицу. И продолжаю шить по ластовице. А когда дохожу уже до конца ластовицы, соединяю 2 слоя ткани и просто продолжаю шить уже по кругу и по всей длине. Дохожу до отметки, там где у меня молния, немножечко заезжаю за нее, то есть вперед, ставлю хорошую закрепку и заканчиваю строчку. Затем буду продолжать строчку с другой стороны, где начинается молния. Ее немного расстегиваю, чтобы потом можно было вывернуть подушку удобно. И продолжаю шить. Затем все срезы я обрабатываю на оверлоке, чтобы они смотрелись аккуратнее и в процессе не сыпались. Если у вас нет оверлока, вы можете обработать строчкой зигзаг. Все, подушку теперь выворачиваем на лицевую сторону, можно ее немножко поутюжить, и набиваем ее шариковым холофайбером. У меня ушло холофайбера ровно 2 килограмма, у меня он первого сорта, очень мягкий, рассыпчатый. Ткани мне потребовалось 1,5 метра при ширине 2,40. Подушка плотно набита, и теперь застегиваем молнию. Вот она аккуратненько так выглядит, молния. Сама подушка упругая, красивая, и в этом месте не будет никогда у вас рваться подушка, потому что поставили ластовицу. Также можно сшить и наволочку по этой схеме на подушку. В такой подушке очень удобно лежать, особенно когда уже животик подрастает у будущих мамочек, да и просто удобно спать на такой подушке. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, если это еще не сделали. И до новых встреч. Всем пока-пока.